Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Астро Испирационе. Таро прогноз. Все не так, как кажется. 3 поворота судьбы, внезапных событий в ближайшие дни до конца августа. 3 знака судьбы, на что обратить внимание, что нужно услышать вам прямо сейчас, с какими сферами жизни, с кем или с чем будут связаны вот эти стремительные события до конца месяца. И у нас сегодня 2 колоды карт. Именно на колоде Ленорман мы с вами узнаем, так какие же эти 3 знака судьбы, достанем с вами 3 карты. И вот какое направление, как будто нужно держать в фокусе внимания, именно с чем, с кем будут связаны перемены или как в какой сфере жизни. Давайте будем узнавать. И нет таких раскладов у меня, но вот именно сегодня мне хочется сделать для каждого знака зодиака именно такой расклад, и пусть это будет своеобразная подсказка. Итак, первый поворот внезапный, вторая какая-то неожиданность. Вот именно вам придется сместить фокус внимания на какие-то 3 очень важные сферы. Давайте сразу приступим и будем узнавать. Первое, чего это касается, знак судьбы. Это ваша уверенность, безусловно. Но мы говорим, карта якоря, она подразумевает базис или фундамент. И стало быть, где-то это могут быть любые вопросы. Это может быть работа. Почему-то мне идет такая информация, финансы, мои дорогие. Именно финансы могут выйти как на первый план в августе месяце, потому что это основа основ. Или мы говорим, деньги – один из способов взаимодействия с миром. Символично, потому что 35, вот именно нумерология карты, и если мы с вами соединим, мы в результате получаем 8. 8, что это, если о символах? Это перевернутая лимниската, это символ мага, мои дорогие. И поэтому вот у вас вот что-то нужно стабилизировать. Давайте будем разбираться поподробнее. И для этого есть у нас с вами колода Таро. Что нам скажут Таро? С чем касается больше, да, вот этот якорь. Я могу сказать также, если это касается взаимоотношений, то тут, скорее всего, что-то придется либо сохранять, отстраивать. Отстраивать это не имеется в виду какой-то, как от нуля мы там начинаем, но вот договариваться или какой-то компромисс. А ведь правда все то, что я сказала про деньги. Вот вам, пожалуйста, мои дорогие овны. Это карта финансового благополучия, финансового успеха, с финансового достатка, но точно так же это карта помощи высших сил. Вы часто слышите это от меня. Добавим еще такого значения, когда нам карта, кстати, предупреждает. Вот может быть якорь, да? И где-то так вот, по крайней мере, в моем сознании именно хотелось вам дать такую подсказку на финансы, а ведь и карта говорит. Вот не месяц, а август, мои дорогие, любимые овны. Вы люди благородные, вы люди открытые. Иногда эта открытость, ну, она, конечно, завораживает окружающих, добавляя вам бонусов. Но мы становимся порой как открытая книга. И, может быть, вот тут время подумать о самих себе. И какое это отношение имеет к деньгам? Карта говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Вот эта карта волшебно работает в отношении вас. Вот если вам нужно решить какой-то финансовый вопрос, может быть, и закрыть какую-то как финансовую дыру, или что-то у вас там не получалось, мои дорогие, вот точно, железно, есть какие-то варианты взаимодействия, есть люди, как минимум один, какой-то человек, контактная персона, да, когда вы обратитесь и вас поддержат. По этой карте именно нам помогают. Помогают с документами точно так же. Но работает энергетика этой карты только в одну сторону. Это ваше время до конца. Вот очень серьезный у нас с вами получился знак судьбы. Когда вам как будто эта помощь идет, но как только один маленький, но существенный нюанс. Когда мы думаем, что ну все, так вот оно теперь будет всегда. Или к вам тоже кто-то обращается и, ну, либо ждет, либо каким-то образом, может быть, и требует, да, содействия именно со стороны вас. А карта нас все-таки призывает подумать и сказать, ну, каким-то образом, либо нет, либо как-то уйти вот от этой темы, потому что мы как будто теряем вот эту силу. Мы теряем эту возможность. Когда карта выпадает, мы больше направляем энергию в отношении себя.
Значит, такой период августа, мои дорогие любимые овны, когда, наступает тот период, когда пора подумать о самом себе или самой себе. И посмотрите нулевой аркан. С одной стороны, это у вас идет такая перезагрузка, как открывается новый цикл жизни. Да, тут у нас у каждого, потому что планетарные транзиты, и я, кстати, вас приглашаю на свой сайт, можете прочитать статьи на моем сайте, именно гороскопы, там с позиции астрологии. Я не буду долго говорить, ссылки будут в описании под видео. Так вот, у каждого открывается этот шестимесячный цикл за счет планетарных транзитов, все люди разные. Один преодолевает свои какие-то задачи, исправляет ошибки именно самостоятельно. Но есть и те персоны, которые перекладывают свою ответственность на кого-то другого. Сочетание именно этих карт может свидетельствовать об этом. Поэтому чья-то чужая ответственность – это не ваша ответственность. Вам такой серьезный, повторяю, знак судьбы. Как будто вот именно Овну, для себя нужно сделать что-то хорошее. И пусть это даже будет касаться, я банально никуда не тороплюсь с учетом с учетом аркана именно якорь. Но я сейчас анализирую, я как будто присматриваюсь, я сейчас пытаюсь адаптировать какую-то ситуацию под себя, потому что вот это ощущение внутренней, интуитивной подсказки, да, вот что-то будет меняться, вот это железно, мои дорогие. Но сказать, что по этой карте мы прямо так вот опрометью, да, с места в карьеру куда-то бежим, нет, мы как будто рискуем именно свалиться с этого обрыва, и карта ведь тоже говорит, не сглупи буквально, давайте так по-простому скажем. Но вы сейчас, потому что какой-то вопрос у вас, даже если он словно накаляется, будьте к этому готовы. Это значит, высшие силы вас подводят к какой-то развязке. Вот, кстати, король Пентакли – это все то, что я говорила. Король Пентакли – это конкретный человек, который вам может оказывать содействие. Я не исключаю, у кого-то из вас может быть и такая конфигурация, когда примирение с каким-то человеком. Иногда это показывает карта наших родственников далеких, может быть, родственников, родню какую-то, да, или друзей. Иногда это банковские работники. Или иногда это какие-то люди, которые занимаются тоже документами или занимают высокий пост. Вот, да, мы говорим чиновники. И, может быть, вам нужно так построить плавно и как-то демократично контакт, даже если вы не на 100% согласны с человеком. Король Пентакли может свидетельствовать о человеке, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или он там имеет свой асцендент. Не все это знают. И самое главное, наверное, король Пентакли – это, знаете, такой консерватор. С ним сложно, может быть, разговаривать именно потому, что, как мы говорим, да, в шутку уперся рогом, вот будет так или никак. А вот вам, может быть, даже с такими людьми придется вот этот или компромисс, или какие-то острые углы обходить. Будьте к этому готовы. С вдохновением сложновато, кстати, у такого человека, но именно такие люди могут пытаться войти в вашу жизнь. Тогда вы, мои дорогие овны, людей надежных можете притягивать к себе, но они в других энергиях. Они не мыслят так, как вы. Они где-то строят свою жизнь, как в другом графике, может быть, словно в другой совершенно плоскости. Овну это может в некоторых моментах не нравиться, но я тут больше вижу, что вот именно надежность с учетом символа якоря или вот подобные энергии вам помогают. И да, тут нужно будет, может быть, кстати, будьте внимательны, значит, может как человек, да, быть, который вам в помощь, или мы говорим вам по судьбе. Может быть и какая-то задача даже, да, которая касается, пусть это личной жизни, вашего дома или финансового вопроса, тоже будет решаться через такого человека. И, как я уже говорила, мы можем с ним не соглашаться. Но вот смотрите, 4 кубков, мы как будто, да, нам что-то и не нравится. Или, как-то это идет вразрез с нашими, может быть, предположениями или нашими желаниями. А тем не менее, нам карта говорит, ведь по этой карте мы как будто должны принять этот кубок. Но все то, что я говорила, последняя карта, именно продолжение взаимоотношений, причем это та история, может быть, которая начинается. Я не исключаю, мои дорогие овны, для кого-то из вас человек это будет новый. Человек надежный. Вам может тоже не нравиться именно потому, что, в других он энергиях, он по-другому мыслит, он по-другому представляет. Вам может он казаться каким-то таким тяжеловесным, словно, да, или неповоротливым. И не важно, что у нас король,
Это может быть и женщина, почему нет? Может быть и девушка. Но мы все разные. Поэтому вам как по судьбе идет, какой-то помощник, хочется сказать. Или все то, что со словом надежно, да, это для вас основной смысл. Это выпадает как первый символ или первый знак судьбы. И по шестерке кубков у кого-то может проиграться даже такая конфигурация взаимоотношений, когда прежде была ссора, а придется мириться, когда прежде была сложная история отношений, ну, были какие-то вопросы, темы, которые вы не выяснили, может быть, отношения на расстоянии иногда тоже проходят, или когда то вы вместе, то вы врозь, может быть, у кого-то командировки, да, даже если вы семейная именно пара, тут ведь жизнь, она не такая простая, да, но вот тут все равно нужно именно что-то сохранять, потому что это для вас стабильность, безопасность и как старт в будущее, как ни странно, а Овну может что-то не нравиться. Второй знак судьбы. Дом. Шикарная карта. Дом. Душевное тепло, любовь, взаимопонимание соответствует королю червей. Поэтому для кого-то из вас могут быть такие, пусть даже мелкие, но какие-то приятные подарки, сюрпризы, добрые слова, комплименты. Может быть, это вы будете решать вопрос, как сделать свое жилье более комфортным. Ну, у кого-то банальный ремонт. А для кого-то из вас это правда. Какой-то как новый человек может быть в доме, может быть и новое знакомство, а для кого-то все-таки мы все разные. Это может быть опять, посмотрите, 4 у нас идут именно четные числа. Это как первый, может быть, такой какой-то звоночек, когда овны задумаются о том, что а не переехать ли мне, не сменить ли мне место жительства. И это будет связано либо с получением какой-то новости, либо, кстати, это может быть связано каким-то образом с детьми. Да, тут может быть какой-то поворотный именно момент, когда вы слышите новости, понимаете, именно сейчас и никогда позже. Факт, вам будет, ну или придется вам делать какую-то, совершать, может быть, поездку. Для кого-то из вас будут рассматриваться, может быть, как новые формы заработков. Вот иногда по шестерке мечей мы даже учимся на дому, или это то, что называется онлайн. Когда мы, или пусть даже мы учимся офлайн, да, что-то вы посещаете, но это для того, чтобы для себя как дополнительный доход открыть. Но для кого-то будет проигрываться, как изучение языков, для того, чтобы переехать куда-то далеко. У кого-то, если мы говорим эфир, пространство, интернет, может быть и языка программирования, вот такое изучение я тоже не исключаю. А ведь я еще и не исключаю и другой момент, когда именно о переезде, смене места жительства, пусть с какими-то другими предпосылками, или совершенно какое-то у вас другое желание, которое я не перечислила, ведь невозможно все перечислить, все-таки расклад общий, а вы принимаете только то, что откликается вашей душе. И вот вы знаете, даже вот эти мысли, пусть она так посетила вас внезапно, да, и мы можем всегда отмахнуться, сказать, что это мне что-то там показалось. Нет, это несущественно, к делу не имеет отношения. Именно дом-дорога, вот где-то в этой плоскости для вас как знак судьбы, тут вам придется совсем скоро что-то переделывать, факт. Потому что и мысль, значит, пришла не случайно, потому что в последующем, факт, что-то будет меняться. Мы можем уже подвести с вами итог. Личная жизнь, финансы, какой-то важный человек в вашей жизни и путь вперед к новому, да? Вот уже 2 фокуса внимания, то, что вам нужно узнать. И, может быть, что бы ни происходило вокруг вас, чтобы не или с людьми, да, какие бы истории людские тоже вас не окружали, а именно это на нас оказывает влияние весь август. Но я бы сказала, это вообще до конца 2026 года. То есть это могут быть перемены в жизни людей. Но каким-то образом вы в этом можете участвовать. Или перемена в обстановке. Так вот тут будет такой тонкий момент, когда даже от своей собственной мысли нельзя вот сразу отмахнуться или отказаться. Тут нужно додумать, потому что, скорее всего, так сложится у вас судьба, что пройдет пусть какое-то время, и вам придется к этой мысли вернуться заново. Вам придется как бы ее по-новому обдумать. И тогда вы себе скажете, вот елки-палки, а ведь я уже когда-то думала об этом. Вот что-то подобное в моей голове зрело, скажем. Ну, может, и не созрело. И опять же деньги. 10 пентаклей.
Что это такое? Давайте еще одну карту. А вот все то, что я и говорила, по Луне это всегда так, тысячи неопределенностей. Кстати, для кого-то из вас иногда Луна это как место нашей защиты, место нашей безопасности. Да, это часто символизируется вместе с домом. И, кстати, по аркану Луна это нежность, ласка, эмпатия, нежные чувства. Это не страсть, да, вот сама по себе, которая сжигает все. Нет, это именно доверительное, искреннее отношение. Вот у кого-то из вас будет, может быть, в вопросах дома, вашей семьи, в вашей личной жизни, может быть, и вы какого-то человека будете уже рассматривать в качестве кандидата для тех, кто один или одна. Понятно, не для всех, но такое может быть. Именно потому, что какая-то прежняя, вот знаете, как прежняя дистанция вашей жизни, она завершается. И это будет совпадать с каким-то периодом трансформации. Но по аркану Луна здесь не так все однозначно, мы говорим. Слушайте интуицию, да, она у вас, кстати, будет работать великолепно. И по аркану Луна мы, кстати, избегаем толпы, тоже можем рассматривать как знак судьбы. Помните, мои дорогие, тоже место безопасности, как будто если случайно даже вы оказываетесь в толпе, то вам в другую сторону. А может быть, у кого-то так складываются обстоятельства вокруг вас, когда именно август будет тем месяцем, когда вы всерьез задумаетесь о переезде. Итак, давайте смотрим третий знак судьбы, что нам подскажут. Вот ты сейчас, Овен, многого не знаешь. Удивительно, вот смотрите, 35, да, мы говорим 8, 26, опять 8, в центре как базис 4. И книга – это тайны. Я должна сказать, к концу августа, мои дорогие, вы узнаете какую-то новость. К концу августа, может быть, это будет связано с 28, например, числом, или, может быть, 26, ну, может быть, и самые последние там дни, да, августа. Почему я так говорю? Полнолуние. Полнолуние у нас частичное лунное затмение в рыбах. Нам оно приносит ясность, железно, но и тайное становится явным. И здесь вот как будто всему свое время. Чиро Маркетти в этой колоде нам изобразил книгу, а внутри циферблат. Тут какая-то тема, вам говорят, более того, тут не только тайна какая-то к вам приходит или прояснение какого-то вопроса, ситуации именно в конце августа, но, а что-то еще будет продолжаться, проясняться, или, может быть, шаг за шагом будут открываться по какой-то теме, по какому-то сюжету новые нюансы. Будьте к этому готовы. Потому что у нас последующий период, особенно осень, у нас осенью будет 3 ретро-планеты. Там у нас будет такая конфигурация, когда и Плутон, важная планета, которая именно означает где-то трансформацию, будет до середины октября еще в ретро-движении. Сатурн, владыка кармы, почти до конца года, мои дорогие, и там еще у нас будет ретро-меркурий. Поэтому вот такая вот конфигурация осени нам вернет еще какое-то событие. И для чего это все происходит? Поэтому будьте готовы к тому, как мы готовы узнавать какую-то тайну. И, может быть, это тайна, которая, хочется сказать, сногсшибательная какая-то, о том, чем мы вообще не предполагали. Это может быть что-то со знаком плюс, мы еще как будто этого не знаем. Ну, может быть, и не очень нам весело, да? Все-таки будем реалистами, я всегда говорю об этом. Но вот будьте хотя бы, когда мы внутренне готовы, что да, тут вообще все меняется. И вот где-то нас карта об этом предупреждает. Но все-таки финансы, я бы сказала, ну, наверное, до конца года в центре вашего внимания. Вот понимаете, это как какой-то центр ваших интересов. А к этому будет все прилагаться. И десятка бубен, или, по сути дела, десятка пентаклей, которая вам выпала, нам уже об этом сказала. Давайте раскроем. С кем, с чем, каким образом, что, о чем нас хотят предупредить карты. А смотрите, туз кубков, тебе будут, правда, какие-то приятности тебя ждут, Овен, признание в любви, какие-то возможности. Вот ты сейчас не видишь, у тебя, вот что вам важно знать. Именно август, принятые решения,
умение взаимодействовать с определенными людьми. Но это я больше вижу, да, так вот личную ситуацию. А у кого-то эта ситуация может касаться работы, я этого не исключаю. Работы на дому, дополнительных заработков или решения с бумагами. Иногда пентакли это обозначают, с какими-то очень важными документами для вас, мои дорогие. Будьте внимательны, все же мы на август смотрим. Если я сказала, лунное затмение, самый конец, да, именно августа вам может открыть какую-то тайну, или вы можете получить какое-то предложение. Может быть, это будет в каком-то разговоре, диалоге, такое обсуждение, которое тоже вот для вас будет очень важно. Почему? По аркану звезда мы как будто планируем уже, да, начинаем первые шаги, пусть это где-то ментально, отстраивать будущее лет на 10, а то и 20. Мне нечего добавить, 4 жезлов вам говорит, мои дорогие овны, о каком-то очень приятном событии в конце августа, когда будет и победа, будет и праздник. И жезлы – это у нас дела, работа, бизнес, документы или откуда к нам приходят деньги, каким образом к нам поступает этот финансовый доход. И вот здесь вот правда, закон, наверное, четных чисел у вас срабатывает в августе железно. Где-то четное число помним, да, нумерология нам дает подсказку, что в принципе дипломатом быть придется. Мы не сами по себе, а именно от того, как ты сумеешь красивую конфигурацию сложить. Овен, от этого многие пазлы в твоей жизни сложатся автоматически. Но будет победа и будет праздник. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.